Собираем ящик для этажерки. Начинаем. Ящик. Значит, тихонько собирать. Так. Так. Поехали. Да. Давай так. Теперь нам надо вот это поставить сюда. Выходит. Тогда ставим это. Так. Так. Что-то там здесь не входит у меня. Никак не могу попасть. Ну, хорошо, все. Что-то давить плотно сделано, поэтому очень сложно. Так. Поехали. Так. Так. Ну и все, крайне ставим, да? Должна стать крайне. Чтобы не вставать, здесь смысла нагрузки никакой нет. Поэтому делаем так. Полдерева. Разочек вниз прошел. И все. Добре. Совсем. Попасть надо еще здесь. Вот и все. И попали. Ну вот как бы еще ящик готов. Вот так. Здесь будет фасад, потом все делается у нас скотч. Рамка клею, все. Сутки прижал, и сутки начал ножку. Сейчас попробуем выбрать. Надо 9,5. У нас еще только 5. Еще прибавить надо чуть-чуть. А, зачем здесь есть? Вот она. Вот так, если ну-ка. Так, по идее, должно быть нормально. Мало. 8. Так. Вот фасадик, смотрите, еще на 2 мм. Сделаем. Так. Я думаю, это нормально будет, я думаю. Ну, по идее, еще должно быть тип-топ. Ну, да, 9,7, наверное. Ну, это нормально. Ну, вот, да. Вот еще как-то. Сейчас осталось, только работаем, зарубим и ставим. И все дела, как бы так все, ребята, будет. Опа. Ну вот. Просто и быстро. Ну вот, как бы и все. Пеленочку подготовил. Фасад встает нормально. Вот он, фасадик. Это на ящик. Здесь ящик будет фанерный. Он перекрывает. Вот этажерочку такой ящик будет. Вот так как-то. Нормально. Ну вот и все. Теперь осталось закрепить его. Ну вот, друзья, привез я орех, обрезки. Будем продолжать заниматься этажеркой. Сейчас мы их отстрогаем все, напилим. Толщина где-то там 1,2, 1,5 будет под полки. Ну и клеить. Ну, снимать, наверное, не буду, как строгаю и клею. Тут уже все понятно. Вот так. А потом мы будем еще что делать сегодня? Не сегодня или завтра. Вот видите, привез я еще можжевельник. Будем делать панно. Тоже увидите на канале. Это я уже сделал. Рамка будет сделана из дуба. Канилюры хочу сделать на ней, розетку. Ну, все увидите. Всем добра. Ну вот, подготовил деляночки для полочек. Сейчас будем 3 штуки клеить. Сейчас первую склеим. Показывать не буду, неинтересно, уже все видели. Ну и потом остальные 2. Одна такая же будет, как эта, другая чуть больше. Верхняя будет выступать, карниз будет небольшой сделан, и ограждение. Все увидите. Поехали. Ну вот и склеил. Пусть сохнет часика 2, потом следующую начнем. Вот сколько я переделаю этажерку, все время один косяк у меня вылетает. Ведь у меня нет размеров заданных. Я могу там плюс-минус 2 сантиметра, это ерунда. Но все время почему-то получается так, что через рейсмус она не проходит. Приходится вот 30-31, там сколько рейсмус берет, и приходится сантиметр-полтора подклеивать. Все время забываю это, все время. Ай, ну ладно. Что делать? Будем переклеивать. Ну вот, все склеилось. Прошло 15 часов. Сейчас через рейсмус их и потом приклеивать по одной деляночке. Вот так. Как-то так. Поехали на рейсмус. Рейсмус прошел. Ну а теперь вот осталось. Эту деляночку сюда приклеить. Эту сюда приклеить. Ну эти сюда приклеить. Так вот. И все. И полочки будут готовы. Потом на кареточке мы их обровняем. И будем собирать. Ставить брусочки там, направляющие, на что она будет ложиться. Все увидите. Продолжаем этажеркой заниматься. Это я уже сделал, полочки все. Здесь уже угол сделал.
в одну. Видите, хорошо получилось так. Все идеально получилось. Вот эти направляющие, ну, держатели полки, я и пока только так, в распор поставил, стоят. Вот не знаю, как лучше сделать. По идее, она должна заподлицо быть, но если будет чуть утопиться, мне кажется, даже лучше будет. Сейчас на кареточке пойду отпилю все. И посмотрим, что у нас будет получаться. Ну вот, поставил я один полик. Вот так вот. Сейчас зафиксирую направляющий здесь. И сейчас нижний сделаю, а верхний у меня будет, он как бы, он идет больше. Видите? Я хочу его сделать побольше. А здесь будет небольшой этот, потому что здесь немножко, видите, неровное вот это. Я хочу его сделать, здесь поставить этот, как он называется, карнизик небольшой. Посмотрим, что получится, там не знаю. Это верхняя часть, ну вот так, я не знаю, какая верхняя, какая нижняя здесь. Разберемся. Предварительно собрал. Здесь я пометил, это поставил упоры, просто чтобы выровнять верхнюю полку. Будет карнизы стоять будут. На римский профиль сделаю. Ну а здесь будет стоять ограждение. Так, пойдут небольшие. Не знаю, что-нибудь придумаю. А вот полки, ящик готов. Все, осталось, в общем, чуть шлифануть еще. Вот здесь вот в одном местечке надо где-то вот здесь. Ну и сделать верхушку. Ну и все, покрыть маслом. Как-то так. Ставим ножки на этажерку. Будем вот такие делать ножички. Но они будут вот так выглядеть, как вы увидите сейчас. Посмотрим, что будет. Сейчас будем засверливать немножко. И смотреть, как получится у нас. Да, шуруповерт сломался метаба, даже сдавал ремонт, там полетел редуктор. Он теперь вместо сверления только на удар бьет. Ну, сверлит с ударом. Как-то так. Сейчас попробуем. Ну что, ставим ножки, продолжаем. Так. Так, у нас вот так все идет. Так, да? Опа! Не удержать руками просто, когда закручиваешь, она... Так. Опа! Так. Дождь идет, неудобно. Да, съезжает все. Так. Опа, где тут? Малейший был. Ну вот так как-то все. Ну вот так и все остальные пойдут. Сейчас поправлять надо эту заразу чуть-чуть. А, да. Так. Делаем верхнее ограждение. Ну, при помощи центровки вот этой приспособы разметил. Сейчас поставим шканты и прикрепим, приклеим ее. Ну а потом будем боковины ставить. Ножки я уже сделал. Не снимаю, нормально, дождь прет целый день сегодня, невозможно снять. Ну, думаю, все понятно здесь. Какая этажерочка получилась. Покрыл маслом. Ну, сами видели, с какого остатков ореха я делал. Обрезки от досок. Так. Ящик из фанеры. Стол неровный у меня здесь, фанера неровная лежит. Как-то вот так. Ну, если понравилось, можете подписаться, поставить палец вверх. Всем добра, всем здоровья.